Всем привет! В этом видео хочу поделиться информацией о выработке на резине с внутренней стороны. Довольно уникальный случай, пока не разобрался, искал в интернете, ничего подобного не нашел. Обычно выработка резины классическая, от не вовремя сделанного развал схождения, неправильной подкачки и так далее. Но здесь реально уникальный случай. Резина реально сильно пострадала с внутренней стороны, еще немножко и будет виден корд. Конечно, ездить на такой резине можно, но небезопасно. Да всем насрать! Прикупил новый комплект резины, поставил, начал разбираться, в чем же проблема. Друзья, ну а перед тем как начну, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал и поддержать лайком. Это самая лучшая благодарность от вас. Так как в багажнике частенько возился тяжелый груз, визуально колеса уходили в арку, первое, что пришло в голову, это пружины. Они устали, их нужно заменить, поставить более усиленные. Еще как вариант рассматривалась балка, ее деформация и демпферы. Они также со временем выходят из строя, появляется люфт, тем самым трутся об металлические детали автомобиля. В общем, сразу решил провести ревизию, купил пружины от 11, в них на один виток больше. По идее, должна жопа немножко подняться. Ну и демпферы на всякий пожарный, они не такие уж и дорогие. Когда разберу, посмотрю, в каком они состоянии, сразу же заменю. После того, как снял колеса, детально посмотрел, где же резина могла тереться. Визуально все было нормально. Балка ровная, демпферы тоже в порядке, все заводское, менять не решился. Говорят, то, что выходит с завода, оно более качественное, а то, что сейчас продают в магазине, это полный кал. Напишите в комментариях, если вы со мной согласны. В общем, смотрел и добрался до тросов ручника. Именно на них я заметил следы, которые указывали на то, что что-то там постоянно терлось. Не знаю, из какого они материала, но они стойко выдержали, послужат еще. После этого всего еще раз поизучал свою старую резину, на которой увидел прямые показатели того, что резина накачивалась неправильно. Возможно, когда машина нагружалась, а резина была накачана мало, до 2 атмосфер, просто выдувалась. Манометр на насосе, которым я качаю данную резину, оказалось, что показывал всегда неправильно. Ну и еще одна проблема, которая была на данном автомобиле. Данный тросик заводом плохо зафиксирован. Со временем металлические крепления ржавеют, ослабевают и тросик может вылетать. Что и произошло в моем случае. В общем, чтобы данная проблема в дальнейшем не беспокоила, решается очень просто. Даю согласие на модификацию. Да. Покупаем 2 стяжечки и на всякий пожарный прихватываем данный тросик, чтобы новая резина в будущем не пострадала. Ну а старую деформированную резину я решил продать, чтобы не складировать ее в гараже. Так как протектор уже небольшой и есть такая вот выработка, решил отдать ее по дешевке и продал ее за 30 баксов. Ах ты удачливый сукин сын. 1-2 сезона новый хозяин еще с легкостью проездит на ней. Может, да. Может, нет. Кстати, старая резина у меня была Fulda польская, которую я бы рекомендовал к покупке. Кому интересно посмотреть обзор на нее, переходите на канал и смотрите обзор. Ну и на завершение маленький совет от меня. Если все-таки решите производить ревизию задних стоек, колес и так далее, сразу запаситесь самыми необходимыми вещами, которые стоит заменить. Это отбойники, полиуретановые гофрушки на задние стойки, демпферы, ну и усиленные пружины, если вы считаете, что машина проседает. А также по ходу дела не забывайте проверить свои стоечки. Возможно, там уже есть люфт или стуки. Ну а на этом видео подходит к концу. Благодарю за то, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи, всех благ. Пока-пока.